Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Я хочу поделиться с вами своими опытами и своими знаниями вязать смещенный реглан сверху на примере этого образца. Эта модель кофточки выглядит очень интересно, модно и красиво, друзья. Кто не знает или кто не интересовался, интересуйтесь, попробуйте вязать. Я уверена, вам очень понравится. И название этой модели тоже, друзья, очень много. Вот я называю смещенный реглан или реглан с треугольной кокеткой, хотя она у нас получается четыреугольная. Но на вид по переду и на спинке кокетка будет треугольная, поэтому я называю треугольной кокеткой. Еще называют чайка или японка. Еще есть название мексиканский стиль. Ну, кому как нравится, так и будем называть. Здесь тоже начинаем с горловины, друзья. Я считаю, надо обязательно оформлять горловину или с резинкой, или платушной вязкой. Потом по желанию будем оформлять росток на спинке. Кто любит вырез на спинке, можете и не оформлять. И форма горловины получается слегка такой треугольной формы. Еще выглядит ближе к лодочке. Здесь тоже используются 4 регланные линии, друзья. В классическом простом реглане у нас располагается вот здесь, по проекции проймы, а здесь у нас регланные линии располагаются в центре переда, в центре спинки и в верхней линии рукава. И эти регланные линии полотно делит на ровно 4 части. И здесь тоже по ходу регланной линии добавляем накиды через ряд, и с этим мы расширяем полотно. Есть еще модели, которые продолжают оформлять регланные линии, и вот эта треугольность опускается до подола кофточки. И на рукавах тоже продолжается до манжета. Когда продолжается до подола, друзья, здесь подол получается треугольной формы. Чтобы подровнять горизонтальную линию, придется делать соответственные манипуляции, и у вас подол будет подравняться горизонтальной линией. И этот вид реглана можно связать и со спицей, и с крючком. И можно вязать сверху вниз или снизу вверх. И с этим регланом можно вязать кофточку и для мужчин, и для детей. Можно вязать разноцветными полосками или с разными узорами. И еще этот модель можно связать целой полочкой по переду и с планками по желанию. Еще, друзья, эта модель вяжется смешанно с другими видами реглана. Например, смешанно с простым регланом. Тогда перед вяжется смещенным регланом, а рукава и на спинке вяжется простым регланом. И вид у вас получается по переду кокетку треугольной формы. Еще смещают с круглой кокеткой, по переду смещенный реглан, а остальные части вяжутся круглой кокеткой. И, друзья, мы с вами вместе подробно рассмотрим теоретично и на практике все этапы вязания этого реглана. В этом реглане, друзья, схема вязания выглядит вот таким образом. Вот видите, 4 регланные линии. Одна регланная линия находится в центре спинки, одна находится в центре переда, и 2 регланные линии совпадают на верхней линии рукава. И в этом виде реглана горловину разделяет регланная линия ровно на 4 части.
Еще на схеме показано, друзья, как оформляем росток на спинной части. И оформляем регланные линии, набирая накиды возле реглана через ряд. И здесь отмечается, друзья, вот начало и конец ряда. Вот с таким хвостиком пряжи. Показано с таким черным кругляшком, куда мы ставим свои маркировки. Именно ставим перед регланной петли. В моем случае на брасе, друзья, для горловины набираем 108 петель. Это соответствует на 56 сантиметров. И от 108 петель отнимаем 4 регланные петли. И у нас остается 104 петли. Делим на 4 ровные части, у нас получается по 26 петель. В моем случае на брасе связана горловина резиной 1 на 1. Если хотите, можете оформлять горловину платочно-вязкой. Друзья, когда мы закончим горловину, мы отсюда будем считать петли и ставить маркировки. И на этом ряду, друзья, мы все петли вяжем лицевыми петлями без никаких манипуляций. Считали 26 петель, ставили красную маркировку. И после красной маркировки 1 петля, регланная петля. Потом посчитаем 26 петель, ставим белую маркировку. После 1 петля регланная, опять посчитаем 26 петель, ставим черную маркировку. И дошли до спинной регланной петли. И здесь хочу отметить один нюанс, друзья. Когда вы вяжете горловину резиной 1 на 1, когда вы начинаете посчитать петли, передняя регланная петля должна совпадать лицевую петлю горловины. Если вы вяжете горловину платочной вязкой, тогда это такой случай нету необходимости. И мы закончили ставить маркировки. И, друзья, мы сейчас находимся вот здесь. Теперь, друзья, мы должны оформлять росток. Горловину в готовом виде, когда мы сложим, вот вид будет вот таким образом. Кто любит вырез и на спинке, можете не вязать росток. Был нормальный вид кофточки в горловине, мы должны вязать здесь росток. И чтобы вязать росток, друзья, мы воспользуемся укороченными рядами. Росток мы вяжем на спинной части. Одну половину горловины, 26 петель, делим на 7 частей. И у нас получается вот такие цифры. И здесь тоже обозначаем 3, 3, 4. И с этой стороны то же самое аналогично. И в начале оформления ростка мы отсюда начинаем вязать 3 петли на правую сторону, поворачиваем нашу работу, добавляем с левой стороны 3 петли, поворачиваем и с этой стороны добавляем еще 3 петли и обратно. Вот таким образом, друзья, укороченными рядами 6 раз с этой стороны 6 раз провязать петли и с этим отращивать росток. И, друзья, при оформлении ростка обратите внимание, и на схеме тоже видно, что мы здесь не будем оформлять регланные линии спинки. Основные моменты вязания ростка я вам покажу на практике. Вот начинаем росток. Провяжем 3 петли, поворачиваем нашу работу. Чтобы мы не путались, здесь ставим фиолетовую маркировку. Мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу, не провязывая, и протянем нить, образуем 2 ножки петли и продолжим вязание. После маркировки здесь тоже добавим 3 петли.
Поворачиваем нашу работу. Ставим маркировку. Теперь мы на лицевой стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая. Протянем нить, образуем 2 ножки. Продолжим вязание. 2 ножки петли, которые мы в прошлый раз образовали. Это мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны. Захватываем обе стенки петли, обе ножки, и провяжем лицевыми петлями. Пока убираем маркировку, здесь добавим опять 3 петли. Ставим маркировку и поворачиваем нашу работу. Теперь мы на изнаночной стороне. Первую петлю берем на спицу не провязывая и протянем нить, образуем 2 ножки. Продолжим вязание. Дошли до петли 2 ножки. Сзади, с левой стороны, заходим в петли, охватываем обе стенки и провяжем изнаночную петлю. И маркировку пока убираем. С этой стороны тоже добавим 3 петли. Маркировку ставим и поворачиваем нашу работу. Первую петлю берем на спицу не провязывая, протянем нить, образуем 2 ножки и продолжим наше вязание. Этот раз мы будем добавлять по 4 петли, и в конце с этой стороны останется 4 петли и с этой стороны останется 4 петли. И эти петли не участвуют в образовании ростка. Значит, мы 6 раз отсюда добавили комплекты петли, и с этой стороны добавили петли, и с этим мы закончим росток. Теперь, друзья, наше вязание пойдет по кругу. И мы начинаем оформлять регланные линии. И оформление мы начнем с голубой маркировки, где у нас регланная петля правого рукава. Первую петлю на спицу берем не провязывая, образуем 2 ножки. Продолжим вязание. Регланная петля спинки. Здесь не берем накид. Это петля 2 ножки. Это провяжем как всегда. И до регланной петли 4 петли, которые не участвовали в образовании ростка. Здесь мы начинаем оформлять регланные линии. До маркировки берем накид, регланная петля, берем накид. До маркировки накид. После маркировки регланная петля и накид. И по ходу вязания, друзья, мы дошли до петли 2 ножки, которые здесь в образовании ростка образовали последний раз. И это мы провяжем таким образом. Вот захватываем обе ножки и провяжем лицевой петлей. И продолжим вязание. Вот таким образом оформляем регланные линии, друзья. И на следующем ряду после голубой маркировки эти накиды свяжем лицевой скрещенной. Друзья, чтобы образовать кокетку, мы по регланной линии добавили по 20 петель. И в конце кокетки количество петель получается по регланной линии остается по 1 петле, и между регланными линиями по 66 петель.
И всего в кокетке 268 петель. Теперь вот эти 268 петель мы должны распределить по частям кофточки. Для спинки, для переда и для 2 рукава. Для этого, друзья, 268 петель мы считаем 100%. И для 2 рукавы уйдет от 100% 42%. Исходя из этого, для 2 рукавы мы определяем теперь в петлях 268 умножаем на вот это 42 и делим на 100. Получается 112,56 петель. И когда мы делим эту цифру, у нас закругленно получается 56. На одну рукава будет 56 петель. Обратите внимание, друзья, вот это количество петель должно быть в нечетном количестве, потому что здесь у нас имеется в центре одна петля регланная. Добавим одну петлю и превратим на нечетное количество. Значит, одна рука у нас будет 57 петель, а 2 руки будет 114 петель. Теперь мы определяем, сколько количество петель тела кофточки. 268 отнимаем вот эту цифру. 114. И у нас остается 154 петли. И когда делим на 2 части, это перед и на спинку, у нас получается по 77 петель. И вот эта цифра тоже должна быть обязательно в нечетном количестве. Теперь отмечаем на схеме. Теперь, друзья, мы здесь определяем на половине этой части сколько будет. Значит, в рукаве 57, один из них центральная регланная петля, остается 56. Когда делим на 2 части, будет по 28 петель. От 77 отнимаем одну центральную петлю, остается 76. Когда делим на 2 части, будет по 38 петель. Вот мы вот таким образом распределили петли. Это у нас будет рукава, и это у нас будет перед, следующая рукава, и будет спинка. Теперь, друзья, по этой схеме мы распределяем петли кокетки. Наша кокетка, друзья. Вот перед, красная маркировка, и вот спинка черная, и вот 2 рукава. И вот, друзья, вот здесь у нас конец ряда, и мы здесь остановились. И здесь мы отрезаем нить. Подкрепим нить. И теперь по схеме распределения петли кокетки мы будем распределить петли. Давайте начнем спереда. Разницы нету, от рукавы начнете или от спинки. Значит, мы должны здесь с красной маркировки посчитать 38 петель и ставим сюда маркировку. Когда начинаем считать, друзья, эту центральную петлю мы не включаем. Начинаем с следующего. Посчитаем 28, и мы должны совпадать на центральную петлю рукава. И потом опять посчитаем 28 и ставим маркировку вот сюда. Друзья, мы закончили распределение петли кокетки по частям кофточки.